Такой вкуснятины из кабачков я еще не готовила. Сохраняйте скорее рецепт, это лучше, чем пицца. Беру 2 молоденьких хорошеньких кабачка, отрезаю у них все лишнее и просто натираю кабачки на терке. Если кабачки у вас молодые, тогда натирайте их прямо с кожурой. А если кабачки постарше, с довольно грубой кожурой, тогда обязательно срезаем кожуру и вырезаем семена. Также кабачки можете брать любого сорта. У меня темно-зеленые цукини. Вы можете взять темные или светлые, то, что у вас есть. Это не имеет значения. Кабачки мы натерли. Теперь беру горсть кабачков и вот так вот отжимаю сок из кабачков. Лишняя влага нам не нужна. Отправляю кабачки в миску и таким образом отжимаю все кабачки. Посмотрите, сколько зеленого кабачкового сока у меня получилось. Он очень полезный, поэтому не выливайте сок. Я вот, например, также на ужин сегодня готовила рис и добавила в рис вот этот сок от кабачков. Получилось очень вкусно и полезно. Теперь беру кусочек сыра и также натираю его на крупной терке. Сыра нам понадобится примерно грамм 100-150. Добавляйте столько, сколько любите. Чем больше сыра, тем вкуснее на мой вкус. Сыр можете брать абсолютно любой, желательно только, чтобы он хорошо плавился при нагревании, при выпечке. Готово. Вот такая аппетитная горка тертого сыра у нас с вами получилась. Отправляем сыр к нашим кабачкам. Теперь возьмем пучок молодого зеленого лука и нарежем его меленько. Какой аромат стоит, аромат лета и свежести. В зеленом луке просто море витаминов, так что обязательно добавляйте его в ваше блюдо. И чем больше натуральных витаминов мы будем кушать, тем более здоровыми мы будем без всяких лекарств. Беру 2 куриных яичка и разбиваю яйца в миску с кабачками. Если у вас яйца небольшого размера, тогда возьмите лучше 3 яйца. Добавляем щепотку соли по вкусу и, конечно же, перец. Я люблю свежемолотый, вы можете добавить уже готовый молотый черный перец. И меленько нарежем небольшой пучок укропа. Конечно, вместо укропа вы можете взять любую другую зелень, но укроп просто идеально сочетается с кабачком, поэтому вкус получится очень гармоничный и наши мини-пиццы получатся очень-очень нежными. Также по желанию вы можете мелко порубить или измельчить в чесноковыжималке зубчик чеснока, тогда наша пицца получится такой более пикантной. Осталось только добавить пару ложек муки, буквально 3-4 столовых ложки будет достаточно. Вы будете сами смотреть и ориентироваться по густоте теста. Добавляю муку, а также вместе с мукой я добавляю буквально пол чайной ложечки разрыхлителя, для того, чтобы наша выпечка немного поднялась в процессе приготовления в духовке. Ребята, все уже практически готово, осталось только хорошенько перемешать те ингредиенты. Посмотрите, какая красота, кабачковая масса, получается такой густой. Здесь у нас кабачки, сыр, укроп, зеленый лучок, специи, приправы, все очень вкусно и очень полезно. Можете перемешать при помощи ложки или я это сделаю руками. Теперь беру противень и застилаю его пергаментом. И я вот таким вот образом зачерпываю немного кабачковой массы и выкладываю горочки на противень. Друзья, я знаю, что вы смотрите меня со всего мира. Мне очень приятно это осознавать. И я прошу вас, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Каждого из вас я лично благодарю за активность в комментариях, за участие и поддержку канала, потому что каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, даже если это хотя бы смайлик, это большая поддержка для нас и для развития нашего канала.
Друзья, поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом вы сохраните его на своей страничке и уже никогда не потеряете и всегда сможете приготовить. И все уже готово к выпечке. Духовку я разогрела заранее. Температура выпечки 180 градусов Цельсия. Отправляю лепешки в духовку, и они будут запекаться около 20 минут. Выпекаем их до красивого золотистого румяного цвета. И как только на кухне распространится божественный аромат выпечки и лепешки зарумянятся, достаем их из духовки. А пока пекутся лепешки, у меня осталось еще совсем немного теста, и я хочу попробовать испечь одну лепешку на сковороде, немного ее поджарить. Получится или нет, мы сейчас с вами проверим. Я хорошо разогрела сковородку, немного смазываю ее растительным маслом. И теперь выкладываю сюда тесто. Вот так вот разровняем нашу лепешечку. Готово. Посмотрите, низ уже хорошенько подрумянился. Я думаю, можно переворачивать. И раз, два, хопа! Все готово. Лепешка подрумянилась, так что обжариваем ее с другой стороны. Очень интересно будет попробовать и сравнить на вкус лепешку, испеченную в духовке, и лепешку, жареную на сковороде. Вот такая красота у нас получилась, выглядит очень аппетитно. Ну а пока лепешки все еще находятся в духовке, зря время не теряем, приготовим вкусный соус. В миску кладу 3 столовых ложки сметаны, можете сметаны положить больше, на ваш вкус. Сюда же отрежем немного укропчика. Соус с укропом получится очень ароматный и очень вкусный. Измельчим зубчик чеснока. И также отправляем чеснок в наш соус. Соль и перец добавим по вкусу. Я хочу, чтобы соус получился еще более свежим, поэтому я очищаю от кожицы один небольшой молоденький огурчик. Натираю огурец на крупной терке, можно на меленькой натереть. Отправляю огурец в миску с соусом и хорошо перемешиваю. Как я уже говорила, вы можете добавить больше сметаны, тогда соус получится менее густым. Также в этот соус я иногда добавляю немного лимонного сока, тогда получается еще и кисленько. Соус очень-очень вкусный. И только посмотрите, какая красота! Наши пиццы из кабачков уже готовы. Посмотрите, какие они румяные, золотистые. Так и просятся в рот, так и хочется откусить кусочек от этой румяной красоты. Достаем из духовки. Вау, они очень горячие. Посмотрите, какая красота. Сыр расплавился, и лепешки очень-очень румяные с двух сторон. Кстати, такие лепешки вы можете сделать любого размера. Вы можете сделать их в виде вот таких вот больших блинов, как у меня сейчас, а можете выложить небольшие горки, и тогда у вас получатся такие вот кабачковые оладушки. Поэтому этот рецепт, он действительно классный, универсальный. Вы можете приготовить их любой формы, любого размера. И я думаю, что вы можете добавлять абсолютно разные добавки. Лепешки получились очень-очень вкусные. Они чуть-чуть слегка хрустящие снаружи и очень мягкие внутри. Бесподобно вкусные и очень полезные, в них просто море витаминов. Такая овощная пицца из кабачков будет просто идеально на завтрак, на обед, на ужин или в качестве перекуса. Вы можете положить сюда абсолютно любую начинку, все, что вы любите. А сегодня я подам эти лепешки вот с таким вот огуречно-сметанным соусом. Сюда же положу ломтик помидорки. Вы также можете добавить сюда кусочек ветчины, отварной курочки. Из добавок это может быть все, что угодно. Дорогие мои, я желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что провели это время вместе со мной. А с вами была Олеся. Олеся, Олеся, Олеся. На канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся.